Вчера закончилась самая важная криптоконференция года под названием Bitcoin 2024. На ней выступали многие известные личности не только из криптоиндустрии, как, например, главный биткоин-кит Майкл Сейлор, но и большое количество политиков США, которые поддерживают масштабирование криптовалюты, а именно Роберт Кеннеди-младший, сенатор Санти Ламес, Уильям Хагерти, глава штата, где проходило данное мероприятие, и многие другие. Но самым важным гостем этой двухдневной конференции стал бывший президент США Дональд Трамп, который вчера с первых же слов заявил, что сделает США крипто-столицей планеты, пообещал, что биткоин и весь крипторынок взлетит, если его выберут президентом, а также сказал, что немедленно уволит главу СЕК Гэри Генслера. На самом деле ежегодную конференцию по биткоину начали проводить с 2019 года, но мы никогда не видели такого положительного настроя в отношении криптовалюты, особенно от правительства США, как в этом году. На протяжении 2 дней политики США хвалили биткоин и превозносили его как спасение нашего мира. При этом даже те сенаторы, которые ранее категорически были против криптовалюты, сейчас меняют свое мнение и переходят на сторону децентрализации. Это прекрасно понимает Камала Харрис, которая прямо сейчас со своей командой ведет переговоры с Coinbase и компанией Ripple, ведь ей крайне важно получить поддержку от технологического сектора и криптофондов. Но правда ли правительство США так сильно заинтересовано в криптовалюте, или это просто очередные обещания, которые нужны лишь для набора голосов? Ведь заметьте, какие популистические прогнозы звучат от многих личностей. Трамп просто в лоб говорит: выберите меня и ваша крипта взлетит. Кеннеди обещает, что подпишет указ для покупки биткоина в казну США, в то время как разные сенаторы заявляют, что только великий биткоин спасет Америку. Это мы, конечно же, узнаем сегодня в видео, чтобы сделать более четкие и справедливые прогнозы. Но кроме биткоин 2024, главной темой недели стал запуск Ethereum ETF, который, несмотря на приток капитала в первый торговый день, зафиксировал отток $341 миллион, в то время как из ETF Grayscale вывели 1,5 миллиарда, из-за чего эфир не может пробить 4000. Сегодня в ролике мы обязательно это все разберем, и вы узнаете, зачем политики США начали борьбу за криптовалюту, как конференция Bitcoin 2024 изменила будущее крипторынка, сможет ли Камала Харрис победить Трампа на выборах в ноябре, почему вам стоит купить эфириум до конца следующей недели, из-за чего вероятность на запуск новых крипто-ETF падает, а также я вам расскажу, как Solana стала лидером роста за последние 7 дней и пробьет ли она уровень $200. В этом видео мы, как всегда, собрали все самое интересное и важное, но больше времени мы уделим именно Трампу, ведь нам реально нужно понять, серьезно ли он поддерживает криптовалюту или просто хочет дополнительных голосов. На самом деле данная тема заслуживает отдельного ролика, поэтому если вы желаете, чтобы мы собрали всю информацию о связях Трампа с криптовалютой, NFT и криптофондами, поставьте 1500 лайков, и вас будет ждать большое расследование, где мы расскажем, какое на самом деле влияние Трамп оказывает на криптовалюту. Ну а теперь устраивайтесь поудобней, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, на протяжении 3 дней мы получили много интересных комментариев с конференции Bitcoin 2024, и сегодня мы, конечно же, пройдемся по самым главным из них. Все самое интересное началось в пятницу, особенно после выступления сенаторов-республиканцев Санти Ламес и Тима Скотта. 26 числа они заявили, что нынешнее руководство Банковского комитета Сената стоит на пути американских инноваций, особенно в отношении биткоина, и они добавили: мы должны избавиться от людей, которые стоят на пути, имея в виду администрацию Байдена. А Тим Скотт предложил свою кандидатуру на пост главы Банковского комитета, чтобы продвинуть закон в поддержку криптовалюты. Кстати, во время проведения конференции мы первыми публиковали все самые важные тезисы и держали вас в курсе происходящего почти в режиме онлайн в нашем телеграм-канале, где прямо сейчас продолжаем делиться актуальными новостями. Поэтому обязательно подпишитесь, чтобы ничего не пропускать. Кроме Санти Ламеса и Тима Скотта, на конференции выступал сенатор Хагерти, который сказал, что любовь к биткоину заложена в ДНК каждого американца. И, конечно же, он похвалил политику Трампа. Другой сенатор, Тим Скотт, заявил, что будущее биткоина должно быть в Америке. Еще конгрессмен Рохана заявил, что США должны стать лидером в области биткоина. И даже те политики, которые ранее были против криптовалюты, как, например, Роджер Маршалл, который работал над законопроектом против криптовалюты совместно с Элизабет Уоррен, изменил свое мнение и примкнул к Трампу. Но что такого наговорил Трамп, из-за чего биткоин, несмотря на очередной фут от Mt. Gox и слабый приток
приток в ETF пробил месячный максимум. Трамп сразу начал свое выступление со слов, что однажды биткоин превзойдет капитализацию золота, после чего заявил, что США станут криптостолицей планеты и сверхдержавой мира, а биткоин в это время отправится на Луну. Также Трамп сказал, что в первый же день уволит Гэри Генслера и назначит нового главу SEC, а под конец своего выступления он добавил, что биткоин и криптовалюта взлетят как никогда раньше, если его выберут президентом. В принципе, это все главные его тезисы. Ну что я могу сказать? Трамп приехал на конференцию, сказал то, что от него хотели услышать, получил поддержку перед выборами и поехал домой. В принципе, ничего особенного. И это объясняет тот факт, почему биткоин не вырос выше 70 тысяч, поскольку Трамп не предоставил никаких четких планов, стратегий по масштабированию и даже не озвучил, как именно он заставит рынок расти, в отличие от сенатора Санти Ламис, которая официально предоставила законопроект о создании стратегического резерва биткоина и покупке 1 миллиона монет на сумму 68 миллиардов долларов. Трамп прекрасно понимает, что вести эту игру по старым правилам и обещать народу очередное снижение цен и рост зарплат уже не вариант. Он выбрал новый подход, который ранее никто не использовал. Трамп, как опытный бизнесмен, продает людям свободу и независимость, используя для этого ту же крипту и всеми известный девиз «Сделаем Америку снова великой», что, честно говоря, пока работает очень хорошо, ведь 60% на победу говорят сами за себя. Тем не менее, давайте не забывать, что у Трампа есть главный оппонент от демократов в лице Камалы Харрис. В прошлом видео я говорил, что Харрис не имеет особого отношения к сфере криптовалюты, вот только все изменилось после конференции. Согласно информации Financial Times, советники Камалы Харрис обратились к ведущим криптовалютным компаниям в попытке перезагрузить отношения между Демократической партией и криптовалютой. Сообщается, что команда вице-президента связалась с Coinbase, Ripple и эмитентом USDC компанией Circle, чтобы наладить с ними контакт и показать, что демократы поддерживают развитие технологий, бизнеса и, что самое главное, криптовалюты. Ведь многие криптокомпании, а также фонды, как, например, Андерсен Хоровиц, утверждают, что администрация Байдена совместно с Генслером на посту SEC всегда вставляют им палки в колеса, из-за чего по понятным причинам они поддерживают Трампа. Харрис, к сожалению, не поехала на биткоин 2024, но она понимает, что если не изменит свой подход, выборы ей не победить. Таким образом, сейчас на фоне всех этих заявлений США становятся чуть ли не самой лояльной крипте страной в мире, ведь теперь криптовалюты поддерживают и демократы, и республиканцы, что не может не оказывать положительного влияния на рынок. Но порой некоторые политики преувеличивают со своей поддержкой. Например, Роберт Кеннеди-младший заявил, что подпишет указ о покупке США 550 биткоинов в день для создания резерва в 4 миллиона биткоинов в случае его избрания президентом, и добавил, что большую часть своего капитала он держит именно в биткоине. Кеннеди демократ, но он выступает независимым кандидатом, поэтому шансы его победы на выборах очень низкие. Следовательно, такие заявления мы не можем воспринимать всерьез. Также Майкл Сейлор сделал ряд заявлений, сказав, что страны, которые имеют большой госдолг, может спасти именно биткоин, после чего он спрогнозировал, что к 2045 году биткоин будет стоить 13 миллионов долларов, в то время как Ван Эк прогнозирует 2,9 миллиона к 2050 году. И я, как холдер биткоина, буду только рад. Но прогнозы — это вам не аукцион, и просто повышая ставки, цена не вырастет. Чтобы четко понимать, какие реальные перспективы есть у той или иной монеты, необходимо проводить качественный анализ с использованием разных инструментов и показателей. Например, перед началом торгов Ethereum ETF аналитики нашей подписки Coin22 Pro провели подробный анализ и пришли к выводу, что цена зафиксирует локальный откат. Тогда было принято решение открывать шорты после пробоя поддержки, и это позволило всем участникам Pro заработать от 80% прибыли на падении. Перед этим мы заработали от 75% на росте AVAX, а также во время восстановления рынка от 85% на лонг-сделках по монете Atom и на многих других позициях. Благодаря подписке Pro вы получаете уже готовые сделки с конкретными точками входа, за счет чего вам не нужно 24/7 следить за рынком и искать подходящие уровни. А с нашим подробным обучением, которое мы предоставляем на старте, зарабатывать на криптовалюте могут даже новички, ведь обучение состоит не только из теории с видеоматериалами, но и полноценной практики с нашими специалистами. А если вы до сих пор не собрали спотовый портфель, когда сейчас самое подходящее время, мы обязательно вам поможем это сделать. Или сбалансируем тот, который вы уже имеете. На фоне президентской гонки в США криптовалюта будет в центре внимания, что приведет к притоку нового капитала и росту цен монет. Поэтому, чтобы не упустить это золотое время, переходите по ссылке в описании, напишите нам и уже сегодня получите первую прибыльную сделку.
Если немного отойти от политики, которая сейчас тесно переплетается с криптовалютой, то на Bitcoin 2024 также выступал руководитель отдела цифровых активов BlackRock Роберт Мичник, который озвучил интересную информацию касательно возможных ETF на другие криптовалюты. На конференции он заявил, что несмотря на запуск спотового эфириум ETF 23 числа, вряд ли это откроет двери фондам, которые отслеживают другие криптовалюты, такие как Solana, XRP или Polygon. Его комментарии звучали так: «Я не думаю, что мы увидим длинный список крипто-ETF. Если вы думаете о биткоине, то сегодня он представляет около 55% рыночной капитализации. Эфириум находится на уровне 18%. Следующий вероятный инвестиционный актив находится на уровне около 3%. Этим он хочет сказать, что чем меньше капитализация монеты, тем меньше на нее будет спрос. А поскольку фонды зарабатывают на комиссии, им важно, чтобы ETF пользовался спросом и фиксировал приток капитала. Следовательно, мы должны понимать, что ETF на ту же Solana имеет гораздо меньше шансов на одобрение, чем эфириум, даже если убрать в сторону статус ценной бумаги. Да, запуск эфириум ETF дает своего рода зеленый свет на другие ETF, но все зависит от фондов, которые начнут запускать новые ETF только если будут видеть потенциал на этом заработать. Роберт Мичник еще добавил, что типичный инвестор в траст-фонд компании BlackRock обычно выделяет 2-3% своих средств с потенциалом роста, и добавил, что биткоин – это принципиально новый тип актива, чем акции, фиксированный доход или другие традиционные активы, и имеет принципиально новое ценностное предложение, которое клиентская база фирмы от розничных до сверхвысоких чистых активов только начинает осознавать. Наши клиенты продолжают проявлять все больше интерес. Спрос на биткоин ETF, конечно же, есть, о чем нам сигнализирует приток капитала, что, конечно же, нельзя сказать про эфириум ETF, особенно от компании Grayscale. Отток средств из ETF Grayscale превысил $1,5 миллиарда, а чистый отток в пятницу составил $356 миллионов. Само собой, это оказало негативное влияние на эфир, который в четверг упал до $3000. Но вам ничего это не напоминает? Буквально такая же картина наблюдалась, когда в январе запустили ETF на биткоин. Поскольку у Grayscale самая большая комиссия, инвесторы просто продают свои активы и переводят капитал в другие ETF. И в данной ситуации Grayscale не прогадала, когда запустила еще один ETF с самой низкой комиссией. Ведь в пятницу мини-эфириум Trust получил приток капитала на уровне $44 миллионов, а общий приток в мини-Trust с момента запуска составил 164 миллиона, что частично компенсировало оттоки. И об этом я вам говорил еще за неделю до запуска ETF, вот в этом видео. Если подытожить первую неделю торгов, то она была почти такой же, которая наблюдалась у биткоина. Ведь пока Grayscale продавала, BlackRock пытался спасти ситуацию и наоборот накапливал. По итогу общий отток составил $341 миллион за 4 дня. Но теперь главный вопрос, что же будет с ETF и непосредственно ценой эфира дальше? По этому поводу глава ETF Store Нейт Джерачи опубликовал отчет, в котором он пишет: более $1 миллиарда поступило в спотовый ETF на этой неделе. Часть была явно переработана из ETF Grayscale. Тем не менее, подумайте о весьма успешном дебюте. С этим согласился главный аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас. У себя в Твиттере он пишет, что фонды ETF на эфир не такие сильные, как фонды ETF на биткоин в плане компенсации оттока средств в Grayscale, но хорошая новость заключается в том, что их приток в соотношении с объемом по-прежнему очень высокий, а интенсивность разблокировки эфириум ETF Grayscale сойдет на нет гораздо раньше, чем это было с GBTC. Это хороший прогноз, но следующие несколько дней могут быть сложными. Действительно, ETF начал активно влиять на биткоин только спустя месяц торгов, ведь мы ждали, когда из Grayscale выведут большую часть монет и переведут их в BlackRock. Но исходя из текущих темпов оттока, запасы монет в эфириум ETF от компании Grayscale могут быть исчерпаны в течение нескольких недель. Таким образом, в ближайшее время мы скорее всего будем наблюдать за тем, как эфир начинает консолидироваться вот в этих диапазонах, пока оттоки не сократятся и обстановка вокруг ETF не стабилизируется. В плане движения цены эфир продолжает находиться в долгосрочном восходящем тренде. Уровень 3000 выступает первой ключевой поддержкой, которая будет обеспечивать устойчивость цены в начале августа. Основное влияние на цену будет само собой зависеть от ETF. Но если 31 числа на пресс-конференции мы услышим какие-то негативные комментарии от Пауэлла, которые касаются инфляции, то это может спровоцировать общее снижение крипторынка, на фоне которого эфир может даже пробить 3000. Следовательно, в этой ситуации мы можем заранее установить лимитные ордера, ведь сейчас нужно использовать каждый локальный откат, поскольку вы сами видите, что спрос на ETF реально есть, и история с биткоином повторяется. Поэтому не совершайте ошибок, а всегда анализируйте обстановку и думайте наперед. Как показывает практика, в крипте это самое важное. Но пока эфир приходит в чувство после запуска ETF, под конец недели лидером роста стала монета Solana,
Solana, которой не хватило буквально 6%, чтобы пробить уровень в $200. Но почему Solana вообще начала так активно расти? За последние 48 часов несколько токенов в экосистеме Solana восстановились, что отражает восстановление на всем крипторынке. Данные CoinMarketCap показывают, что общая рыночная капитализация криптовалют на блокчейне Solana сильно выросла за последние 7 дней с 220 миллиардов 19 июля до 234 миллиардов долларов 26 июля. Монета Юпитер показала наибольший рост на 10%, а также токен Pi Network, который работает на Solana, вырос на 8%. Самый крупный по рыночной капитализации мемкоин на базе Solana, DocWizHead, вырос на 4% за день и более чем на 5% за неделю, в результате чего его рыночная капитализация достигла 2,6 миллиарда долларов. Оптимизм в отношении токенов на базе Solana отражает более широкое настроение инвесторов всей экосистемы, обусловленное высокой активностью в области раздачи токенов, из-за чего Solana выросла более чем на 1700% с 1 января прошлого года, когда она торговалась ниже уровня $10. Также рост Solana в пятницу был вызван высокими темпами роста сети, о чем нам говорит активность показателя TVL. Данные DeFi показывают, что за последние 7 дней TVL Solana подскочил более чем на 8% с 4,9 до 5,4 миллиарда долларов. При этом объем торгов в сети вырос на 19,5 миллионов с 1,6 до 1,9 миллиардов. Увеличение TVL и большой объем указывают на рост сетевой активности, что предполагает активный интерес со стороны пользователей, а также активность разработчиков на блокчейне. Дополнительные данные DeProdar показывают 15% рост общего числа уникальных активных кошельков на блокчейне Solana за последние 7 дней. Старые зрители канала знают, что я являюсь холдером Solana и советовал вам ее покупать, когда она стоила 10, 20, 50 и даже $100. Эта монета реально с хорошим потенциалом. С ней всегда публикуют разные новости, и она всегда на слуху. На бычьих рынках Solana очень часто показывает более активное движение, чем другие монеты, поэтому лично я на локальных откатах всегда покупаю, чтобы увеличить объем монет. Если в вашем портфеле нет Solana, то обязательно присмотритесь к ее покупке. И кстати, если вы желаете, чтобы мы сделали отдельный топ, где соберем лучшие монеты на Solana, обязательно пишите в комментариях, ведь у меня для вас есть некоторые варианты, которые я иногда покупаю для краткосрочных инвестиций. Собственно, именно так закончилась эта активная неделя. И вот такие итоги главной конференции года мы сегодня разобрали. И теперь нам нужно готовиться к тому, что чем сильнее мы приближаемся к выборам в США в ноябре, тем больше мы будем слышать положительных заявлений от политиков США в сторону биткоина и криптовалюты. Демократы во главе с Харрис будут противостоять Трампу, но если честно, для нас уже не важно, кто победит, ведь обе партии делают большие ставки на криптовалюту и готовы ее поддерживать всеми возможными способами. По крайней мере, они так обещают. Я уверен, что на следующей неделе новостей будет еще больше, поэтому мы внимательно будем за всем следить. А вы, как всегда, можете получать только все самое важное в нашем телеграм-канале. Так что подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И увидимся на следующей неделе. Вам желаю удачи, до скорых встреч!